Заболевание, о котором сегодня пойдет речь, является не только причиной эстетического дефекта ногтей, но со временем может спровоцировать серьезные нарушения в состоянии здоровья. Тема этого выпуска – грибок ногтей, симптомы, лечение и профилактика. Здравствуйте, мои хорошие! Грибки не только повсеместно соседствуют с человеком, но и даже являются частью его микрофлоры. Существует порядка 500 видов грибков, способных вызвать у человека заболевание. И если говорить конкретно о грибковой инфекции ногтевых пластин или онихомикозе, то даже по примерным подсчетам с ней сталкивается каждый третий житель нашей планеты. К возбудителям онихомикозов относят 3 типа грибков. Паразитические грибки, дерматомицеты, которые в 85% случаев и становятся источником грибка ногтей. Дрожжеподобные грибки рода кандида, на долю которых выпадает порядка 10%, и плесневые грибки – самые редкие из возможных возбудителей грибка ногтей. Ими заражаются лишь в 5% случаев. Инфицирование грибками происходит при непосредственном контакте с больным человеком, либо опосредованно, через личные вещи и предметы личной гигиены. Так как для размножения и роста грибков нужна влажная среда с нейтральным или слабощелочным значением pH, наиболее вероятными местами, где может произойти заражение, являются бассейны, сауны и бани. Немаловажным фактором, приводящим к инфицированию, выступает влажная обувь, в которой формируются идеальные условия для существования грибков. Что примечательно, крайне редко онихомикозами страдают дети, в отличие от взрослых. Сниженный иммунитет и такие заболевания, как плоскостопие, сахарный диабет, варикозное расширение вен ног, хроническая венозная недостаточность, нарушение работы щитовидной железы, дерматологические заболевания, болезни желудка, поджелудочной железы, ожирение, ВИЧ-инфекция здесь выступают основными провоцирующими факторами развития грибкового поражения ногтей. Симптомы онихомикоза достаточно легко распознать самостоятельно. В первую очередь изменяется цвет пораженного ногтя, окрашиваясь в зависимости от разновидности грибка, вызвавшего заболевание, в белый, серый, желтый, коричневый, иногда черный или зеленый цвет. Это связано с накоплением в толще ногтя рогового вещества и продуктов жизнедеятельности грибков. Ногтевая пластина мутнеет и уплотняется. На ее поверхности появляются мелкие вкрапления и выемки. Со временем невылеченный грибок распространяется по всей толще ногтя, вызывая расслоение и в конечном итоге его полное отмирание. Зачастую бытует ошибочное мнение, что грибок ногтей – чисто эстетическая проблема. Однако это далеко не так. Дело в том, что поселившийся в ногтевых пластинах грибок синтезирует ядовитые ферменты, чем вызывает скопление вредных для здоровья токсинов. Более того, среди наиболее опасных, хотя и очень редких осложнений онихомикоза следует назвать возникновение вторичной бактериальной инфекции, нарушение лимфообращения, экзему, рожистое воспаление нижних конечностей. Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению лечения онихомикозов, стоит отметить, что избавление от грибка – процесс длительный, который потребует большого терпения и организованности. А одним из основных усилий успешной терапии выступает обязательное посещение и контроль лечения со стороны врача-дерматовенеролога. Только врач может определить, какой конкретно вид грибка поразил ногти, и назначить корректное лечение. Еще одним из немаловажных аспектов борьбы с онихомикозами является устранение факторов, провоцирующих рост и размножение грибка. Тесная обувь, носки и колготки из синтетических материалов, повышенная потливость ног. При незначительных изменениях ногтевой пластины используют препараты местного действия – мази, капли, спреи, лаки. Например, такие как афламил, лацерил, микозорал, микосептин и другие.
Сама методика нанесения средств местного действия довольно проста. Перед процедурой в обязательном порядке ногти следует подержать 20 минут в содовом или мыльном растворе, после чего пилкой для ногтей и ножницами максимально удаляются пораженные грибком участки, и далее уже производится нанесение противогрибковых средств в соответствии с прилагающейся к препарату инструкцией. К примеру, большинство мазей, кремов и капель наносится на открытое ногтевое ложе 2-3 раза в сутки, а лаки 1-2 раза в неделю. При неэффективности местного лечения либо на более поздних сроках заболевания дополнительно назначают противомикотические таблетки – дифлюкан, кетоконазол, ламизил, флюкостат, флюконазол, нистатин и тому подобные. Важно! Абсолютными противопоказаниями к приему противомикотических средств являются беременность, печеночная и почечная недостаточность, кормление грудью, возраст до 18 лет. Также в комплексную противогрибковую терапию входит и прием витаминно-минеральных комплексов, которые поддержат иммунную систему и помогут в борьбе с заболеванием. В ходе лечения грибковой инфекции никогда не пропускайте процедуры. В противном случае терапия не принесет должного эффекта. Отдельно стоит поговорить об одной из наиболее эффективнейших, но, к сожалению, и довольно дорогостоящих методик лечения онихомикозов – лазеротерапии. Проникая в подногтевую поверхность, лазерный луч прогревает ее до ростковой зоны, убивая грибок и стимулируя рост нового ногтя. Современные исследования показывают, при планомерном нагреве ногтевой пластины до температуры 60-70 градусов грибковые микроорганизмы погибают. Теплового воздействия без повреждения окружающих тканей можно добиться только при помощи лазерного излучения. Если говорить о народных методах лечения онихомикозов, традиционная медицина не отрицает их положительного эффекта, но в то же время и не поддерживает полностью. Действительно, народные средства могут ускорить процесс выздоровления и не допустить развития осложнений, связанных с жизнедеятельностью грибка. Но ни в коем случае они не должны заменять медикаментозную терапию, а только лишь выступать как дополнение к основному лечению. Давайте рассмотрим наиболее эффективные из них. Морская соль. Растворите примерно 1 чайную ложку морской соли в литре теплой воды, хорошо перемешайте и обрабатывайте этим раствором ежедневно руки или ноги, или делайте ванночки. Сок чистотела. В летний период его добывают из стеблей и корней растений. Наносите сок на ногти до 3 раз в сутки. Йод. Наносите йод по 1 капле на каждый ноготь 2 раза в сутки. Если через неделю возникли ощутимые болевые ощущения или чувство жжения, частоту применения йода сокращают. 20% спиртовая настойка прополиса. Смоченный в настойке тампон из ваты прикладывается к больным ногтям ежедневно. Чеснок. Кашицу из чеснока наносят на ноготь и оставляют на нем на ночь, на весь период сна. Следующее вещество, предлагаемое народной медициной – перекись водорода. Большая ошибка использовать его как основное средство в лечении грибка ногтей. Дело в том, что перекись водорода не убивает грибок, а только лишь дезинфицирует и уничтожает микробы. Поэтому врачи рекомендуют использовать данное средство только как вспомогательное при проведении терапии. Обработка поврежденных грибком участков предотвращает проникновение в них других патогенных микроорганизмов и защищает от заражения грибком здоровые ногти. Перекись водорода применяют следующим образом. В 2 литрах теплой воды растворяют 100 мл перекиси и используют как ванночку для ног, непосредственно перед процедурой обрабатывания местными противогрибковыми средствами. Несмотря на достижения современной медицины и богатый накопленный опыт врачевания нашими предками, все же самое результативное в борьбе с грибком ногтей – это не лечение, а его профилактика. Онихомикозов можно легко избежать, соблюдая личную гигиену. Ноги обязательно мыть 2 раза в день, утром и вечером. Протирать стопы и между пальцами нужно насухо, после чего одевать свою домашнюю обувь. Использовать препараты, уменьшающие потливость ног. Ежедневно менять носки, гольфы и колготки. Носить сухую, удобную, просторную обувь, не сдавливающую ноги. В общественные места, такие как бассейн, сауна, баня, следует приходить со своей сменной обувью. Не использовать обувь, тапочки, носки, полотенца, маникюрные принадлежности других людей.
А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!